Всем привет! Ну что, возвращается футбол, сезон начинается. Не могу обещать, что буду каждую неделю делать выпуски про Ливерпуль, но постараюсь. И сегодня первый обсудим все. Начну я, пожалуй, вот с чего. Я съездила на матч Ливерпуль-Атлетик и посмотрела на обновленный клуб. Эти два матча очень хороший был, кстати, футбольный такой фестиваль получился. Два матча подряд сыграл Ливерпуль. В общем, было приятно смотреть и на молодежь, и на новых игроков, и на наших старых любимых игроков. Ну и на следующий день после того, как состоялся матч Ливерпуль-Атлетик, компания Murwolves закончила мурал, посвященный Диогу Жоте, уже третий мурал. Один нарисовал Пол Кертис, один нарисовал художник Джон Кулшоу, и третий вот компания Murwolves. И что они сделали? Они изобразили Диогу и дали болельщикам подписать этот мурал, потому что там вот эта стена, на которой написано Forever 20, она вся уже была исписана, и там даже висело объявление с просьбой больше ничего не писать, потому что стена заполнена. Получилось невероятно красиво, просто... Ну и сам мурал потрясающий совершенно. Диого смотрит в сторону Энфилда и показывает сердечко в сторону Энфилда. В общем, один из, если не самый впечатляющий мурал, который я видела. Hello, it's a hot day, isn't it? Yes, it Hot day to is. start a new season. It is. Everyone's here, all the big names, all the big names. All the big names. All the big names. Hi. There But you got it. The Anfield Wrap. Oh, and Yeah, it's that shirt's my favourite. It's quite an iconic moment. Champions! Champions! The way that we play, it's, you know, we need 5 attacking players, and we've lost, you know, sadly one with Diogo, and now we've lost Nunez as well, and Diaz. So we definitely need another one, and obviously Isak is the one that everyone's talking about. But Ekitike was very good today, and I think actually the link-up play for that first goal was very nice. This year we are definitely going to rotate our forward guys a lot more than what we did last season. Last season we had a small rotation by the end, but Ekitike, probably another striker, and Salah, these guys are going to be moving around. But yeah, he obviously scoring very early in your first big game for Liverpool is great, and yeah, I'm excited about Hugo. Привезли ниоткуда. Первый момент проспали совершенно всех, включая Алисона. И сейчас сносить его как штрафной на ровном месте. Фримпонг. Ну, видишь, какая у него скорость. И видишь, опять же, у него залетают такие, которые у Трента не залетали. Приятно, что на 20-й минуте забил. Ну, на 21-й, но приятно, что забил на 20. Это
как запели про жопу. Да, И тут же залетел через 5 секунд. да. Frimpong scoring at 2020. What was that? I was behind the shot, and yeah, we were just talking about it. It was definitely an attempted cross, but sometimes you get lucky. Like I was genuinely like, whoa, this is really. And actually switched from 2019 to 2020, and the ball just sailed through my lens. And I was like, whoa, it's too much. It's a bit unbelievable that it happened exactly at that moment. So you know, I think there is going to be a feeling for a lot of the season that Diogo is with the team and with the players, and something like that makes you aware that that's probably true. But that was a nice touch for a very good goal as well. Они тоже поют песню, которую мы поем. Все поют одну песню. Я считаю, что надо смотреть этот матч, как смотрит футбол Джейми Каррагер по первому тайму, а дальше уже бардак во втором. Вот, ну что мы сегодня узнали? Мы узнали, что у Ливерпуля прекрасные новички. Кто тебе нравится просто больше всех? Вирс, конечно, просто гениально. Он порхает по полю, он такой легкий. То есть я впервые видел его вживую, но как он передвигается, то есть как он... Вот, там, раз он в первом тайме развернулся просто в центре поля, там игроки палцы вокруг него попадали, он к этому порхал в другую сторону. Вот он как легко на него смотреть. То есть он один из тех, кто нам показывает, насколько просто легко играть в футбол. I think Frimpong was definitely the best of the new guys. Wirtz, you know, showed glimpses of what he's going to bring to the team, but he was also a little bit absent. But Frimpong's energy was noticeable. He really tracked up and down a lot, and I think it's not just his speed. I think his quality on the ball is there to see as well. So he's going to bring a different element to right back this season, but I'm excited. Исак нужен? Последние 20 минут мы смотрели, да? То есть, что мы видели последние 20 минут? То есть, Ливерпуль убрал, сколько там осталось, убрали Экитики, коробочку в центре, Гакпо, Салах по краям. Кого не хватало? Конечно же, не хватало Дарвина Нюниса. Или кого-то, кто бы в центре просто до конца просто добил центральных защитников Паласа. Было видно в конце, насколько они все устали, но не было никого, кто в центре мог бы им трепать нервы. То есть в этой ситуации даже бы пригодился, я могу сказать, даже бы Нунес, но его просто не было. Что у нас серия пенальти, не будет дополнительного времени, как известно. Кто будет бить пенальти? Да. МакАлистер, Салах. Я думаю, Гакпо, может, Ван Дайк присоединится. Кто там еще есть? Сабаслай. Сабаслай. Но самым главным героем пенальти будет, конечно, этот товарищ. Ну теперь время Алисона. Well, we were 2-2, so technically not a loss. It was slightly underwhelming, is how I would describe it. I think that we had passages where we looked very, very good, but I thought Palace played a reasonably aggressive press for most of the game, and I didn't feel like we were bold enough a lot of the time. Как мы судим о Community Shield? Что это такое? Вчера был продан Нунес. Ровно 3 года после, почти 3 года после того, как он был куплен, как раз под Community Shield, где он сыграл здорово, он забил, он смотрел лучше Холланда, Холланд там полил в молоко и так далее. А потом, что мы видели за эти последние 3 года? Что это не значило ничего. Я хотел бы тоже вспомнить слова Пейзли,
прекрасное видео, когда сегодня годовщина покупки Даглиша в 1977 году. Там было интервью с Пейзли, а потом, как вы готовитесь когда еще был Charity Shield? А он сказал, в принципе, результат не важен. Ну, важно, конечно, сыграть и так далее. Но результат нам совершенно не важен. Важно, чтобы мы в этом Charity Shield играли в следующем году. И я считаю, что, в принципе, так мы этот Community Shield и рассматриваем. Это определенный период становления к следующему сезону. Но мы не Микел Артета. Мы не считаем Community Shield как какой-то там главный трофей или что-то такое. Это просто, как говорится, glorified family.